Всем привет, это «Хроники войны» с Татьяной Поповой. Сегодня мы поговорим о том, что происходит в мире, в Европе и в России. И поговорим мы об этом с оппозиционным политиком Геннадием Владимировичем Гудковым. Добрый день, Геннадий Владимирович. Да, я приветствую вас, Татьяна, и приветствую, конечно, всех зрителей вашего канала. Подписывайтесь на соцсети Геннадия Владимировича, они будут по ссылке в описании к этому ролику. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, распространяйте ссылки на это видео в ваших соцсетях и группах. Геннадий Владимирович, готовится большой обмен. Fox News утверждает, что уже завтра Иван Гершкович будет в США. Завтра имеется в виду, что они написали это по американскому времени, 31 июля. Вот, соответственно, это уже, наверное, сегодня произойдет, этот большой обмен. Ну, судя по признакам, которые есть в России, там и один самолет вылетел в Калининград, этот самолет Ан, тот, который использовался раньше для обменов, ну и так далее. Судя по тому, что там исчезли несколько наиболее заметных и важных из тюрем российских оппозиционеров, среди них Илья Яшин, Владимир Карамурза, похоже, что все к этому идет. Я там не знаю, как-то удалось договориться, на кого еще будут менять, непонятно. Понятно, что если это делали американцы, то в первую очередь они делали это ради Гершковича. И он главный, так сказать, фигура обмена. Но, видимо, как-то договорились о том, что наиболее, так сказать, заметные оппозиционеры будут тоже, им будет дарована свобода, но при условии, что они, конечно, останутся за рубежом, в России не останутся. Вот, я думаю, что что-то похожее происходит, по крайней мере, все признаки налицо. Заявление американской прессы лишь добавляет уверенности, что это так. Ну вот даже больше информации. Экс-руководитель штаба Навального в Барнауле и Бийске Вадим Остин вывезен из колонии в Рубцовске, где он отбывал срок по делу об экстремизме. И об этом стало известно вот сегодня утром. Дженнифер Гриффин из Fox News сказала, что Иван Гершкович будет освобожден в ближайшие сутки. В Калининград вылетел, самолет Ан-148 спецотряда России с бортовым номером, который использовался для баскетболистки Бритни Грайнер. И когда меняли ее на Виктора Бута. Ну да, судя по всему, это все произойдет. Скажите, а вот то, что вероятнее всего, так как это сделка между, я так понимаю, Белоруссией и Россией с одной стороны и Германией и США с другой стороны, то, что поменяют Красикова, если это Германия, то это, видимо, Красиков. Это насколько вообще безопасно для российских оппозиционеров, например, вот как вы? Для российских оппозиционеров вообще ничего не безопасно. Потому что режим сумасшедший, мстительный, злобный. Он и раньше таким был, а сейчас это все качества прогрессируют. Поэтому, что можно сказать? Мы знаем, каким было демонстративное политическое убийство вот этого пилота. Абсолютно циничное, абсолютно такое нарочито публичное. И российское оружие, и расстрел из этого оружия человека, и переезд его, уж надеюсь, что он в этот момент не был жив, переезд его машиной, ну и так далее. То есть особо жестокость, особо цинизмом и так далее. То есть понятно, что режим не имеет никаких моральных, нравственных барьеров и сдержек. Это совершенно очевидно. Поэтому совершенно понятно, что сегодня, скажем так, приобретение любой агентуры в Европе вообще никакой проблемы не составляет. Она может быть как из российской миграции, так уж извиняюсь, из украинской миграции, а может быть из-за организованной преступности, да, как говорится, на ваш выбор. Поэтому проблем нет, особенно с учетом таких замечательных стран, которые открывают свои ворота для всякой сволочи и прочее, типа Венгрии, которые готовы сейчас всех пускать без разбора. Видимо, это является частью договоренности с Владимиром Путиным. Я имею в виду Виктора Орбана с Владимиром Путиным. Вот, поэтому тут понятно, что уровень опасности весьма высокий. Противопоставить этому можно только, к сожалению, работу спецслужб и полиции. Она не всегда бывает эффективна, поскольку, понятно, что она решает многие другие задачи, а не только, так сказать, обеспечивает безопасность отдельных людей. Вот поэтому, да, это риск. Да, каждый ходим мы под этим риском, что теперь делать.
Мы еще вернемся к вопросу российских спецслужб и вербовки, и вот то, что было во Франции перед Олимпиадой, перед началом Олимпиады. Но я хотела еще одна большая новость. Иран по дипломатическим каналам уведомил страны Ближнего Востока, что намерен дать серьезный ответ Израилю за убийство Исмаила Хани. Израиль также довел до Ирана информацию, что в случае удара со стороны оси сопротивления и жертв среди мирного населения Цахал готов начать полномасштабную войну. И по информации CNN со ссылкой на Пентагон, американская разведка считает, что Иран даст военный ответ Израилю в течение ближайших 72 часов. То есть это уже минус 24 часа, потому что это вчерашняя новость. Что там будет? Чего ожидать? Ну, в общем, что ожидать? Давайте там по-честному скажем. Все то, что происходит сейчас на Ближнем Востоке, это не есть дело рук Хамаса, Хезболлы, других радикальных организаций. Это дело рук это дело рук Ирана, который все это содержит, который все это финансирует, который все это вооружает, наделяет соответствующими финансовыми, материальными и прочими ресурсами. То есть Иран давно ведет фактически чужими руками войну против Израиля. Войну, которая время от времени представляет определенную угрозу и для американцев, и для британцев. Давайте вспомним нападение хуситов на военные корабли. Ну, гражданские они берут, понятно. На военные корабли британского и американского флота. Попытка, по крайней мере. Это говорит о том, что о безбашенности руководства Ирана. И надо воспринимать это не как вызов Ирану, не как вызов Израиля, а как вызов всему цивилизованному миру. Соединенных Штатов Америки, НАТО, Британии и так далее и тому подобное. То есть, чего воевать с Хезболлой, если мы прекрасно понимаем, что это лицо Ирана? Что там сокрушаться по поводу действий Хамас, если мы прекрасно понимаем, что это действия Ирана? Что там нам делать вид, что какие-то хуситы производят ракеты для того, чтобы нападать на все страны, если мы прекрасно понимаем, что эти ракеты приходят из Ирана? Вот просто сейчас идет момент истины, когда срываются все эти маски. Все вот эти подразделения и так далее, которые там террористические, которые действуют, они опираются на финансовые, идеологические, организационные, материальные возможности стран, которые их поддерживают. Они без них бы не просуществовали 2 недель. Ну как что там, хуситы могут произвести ракеты? Хамас может сам прорыть 700 километров тоннелей? Ну, это все из области ненаучной фантастики. Иран давно ведет войну. Ну вот сейчас он хочет перевести эту войну, наконец-таки, напрямую. Показать, что он и есть главный, так сказать, мировое зло. И я считаю, что к этому должны быть готовы, в первую очередь, вооруженные силы великих держав демократических. Потому что это война тирании против демократии. Я об этом предупреждал западных политиков неоднократно, что любые победы, успехи, удачи Путина приведут к развязыванию новых локальных, а может быть и не локальных, а может быть мировых конфликтов. Потому что оборзевшие, охреневшие, одуревшие совсем от безнаказанности тирании, они способны действительно на развязывание мировой войны. И пока они не получат по морде, что, извините, я по-простому скажу, потому что с ними по-другому нельзя разговаривать. Они не понимают никакого языка. Вот пока они не получат должного отпора, они так и будут себя вести. И в этом смысле то, что там был убит ракетным ударом лидера Хамаса, я считаю, что абсолютно правильно делает Израиль. И в этом смысле я абсолютно полностью поддерживаю его. Я и апеллирую к НАТО, к Соединенным Штатам Америки в этой ситуации проявить достаточно жесткую решимость, показать силу, наконец-таки, чтобы никому не повадно было, в том числе и Путину. Во Франции перед началом Олимпиады случились диверсии на железной дороге. Также происходило много кибератак и происходит. Правоохранители видят российский след. Был вообще задержан человек, который прямо напившись, в аэропорту где-то рассказывал, что он российский агент. И он оказался российским агентом. Какая будет ответная реакция от Франции? Ну, слава богу, что диверсии на железной дороге не связаны с Кремлем. Это все-таки внутреннее дело Франции. Но вообще ситуация тяжелая по всему миру. Потому что, знаете, когда вот нарушается принцип равенства людей перед законом, происходят чудовищные вещи. Я имею в виду и Black Lives Matter в Америке, я имею в виду и здесь, и в Европе, и во Франции, и в Бельгии, где хотите. Вот равенство должно быть людей перед законом. И не важно, что там твоих предков угнетали 200 лет назад или не угнетали. Если ты живешь в цивилизованной стране, будь добр выполнять ее законы, принять ее
правила, традиции, обычаи. Не хочешь — возвращайся к своим родным пенатам. Должно быть абсолютно жестко. Все. А когда тут начинается так, что да, конечно, вот там, я уж так извиняюсь за выражение, хотя мне все равно цвет кожи, религиозные убеждения и так далее. Вопрос культуры, вопрос уважения к нормам и правам, нормам и правилам страны. Давайте так. Black Lives Matter, да? Черная жизнь значит что-то там, имеет значение. А вообще это лозунг российский. Потому что все жизни значит. Вне зависимости от цвета кожи, там, расы, национальности и прочее, прочее, прочее. И когда там мы видим, когда человек там темной наружности идет по рельсам, трамвай не может проехать. Когда трамвай ему начинает звонить, он начинает ему бить стекла и ломать и дворники, и ничего с ним не происходит. Ну что мы хотим после этого? Что мы хотим после этого? Чтобы был порядок? Чтобы было равенство перед законом? Если полиция запрещает работать жестко, пресекать преступления, вот если, допустим, их совершают коренные французы, белой внешности, они работают по полной программе, им разрешено. А если там, допустим, беженцы из Бангладеш, то туда они должны войти в положение. Но не бывает такого. Поэтому и начинается, что там все равны перед законом, но кто-то очень сильно равнее. Отсюда появляется вседозволенность, эйфория от того, что мы можем все, эйфория от того, что, так сказать, там главное есть сила. И в результате получается то, что получается: рост правых настроений, напряженности в обществе, возможности гражданского конфликта, а с другой стороны там теракты и так далее и тому подобное. По жесткости такой принципиальной, даже не жесткости, а четкости исполнения закона должно быть для всех. И неважно, какого ты цвета, серо-бурмалинового, но ты выполняй законы. Ты выполняешь все то, что, так сказать, предписано всем гражданам страны. И когда мне полиция говорит, что у нас там 150 тысяч темнокожих беженцев торгуют здесь, ну, они, по крайней мере, утверждают, наркотиками, и им ничего за это не бывает. Ну, а что? И так далее. Когда я прихожу на рынки во Франции, я прихожу на рынок во Франции иногда. Там торгуют в основном люди, которые обрели Францию как второй дом. Там очень много, допустим, арабов, очень много из Алжира. Вот они же понимают, что я там говорю по-английски не как британец. Да? Они начинают спрашивать: а ты откуда? Я говорю: да я вот жил в Москве, жил в Болгарии. Они говорят: о, там Путин, здорово. Я говорю: ну, не совсем здорово, он же там агрессор, ведет войну. Они говорят: да нет, ничего, все нормально. Такой, как Путин, нам нужен. Он вот там американцы. Да вообще этих французов надо, их доить, надо, так сказать, с них все брать. Надо с них, они во всем виноваты, они там нас угнетали, они там еще чего-то. Эти люди живут в стране, имеют здесь бизнес, учат здесь детей, получают все блага, и они ненавидят страну. Как это такое возможно? И при этом, так сказать, совершенно не стесняясь об этом делать, говорят и действуют. Или там потом поднимают палестинские флаги, начинают, значит, устраивать беспорядки на улице. Что тут было, когда я приехал год назад? То же самое, типа Black Lives Matter. Жгли машины, устраивали беспорядки. Как раз вот это вот все мигрантские кварталы. Ну, это по поводу газа, да? По поводу газа. По-моему, по поводу газа, да, жгли тут машины, переворачивали, устраивали дебоши, стреляли, звучали по ночам какие-то взрывы, какие-то выстрелы. Я сначала не понял, что такое. Ну, а вы помните, да, что, например, те же звезды Давида на домах рисовали русские агенты? Ну, это да, это для того, чтобы подлить масло в огонь. Но масло в огонь подлить, огонь-то есть. Ну, огонь кто создал? Иран. Масло подливает Огонь кто? Россия. Огонь создали тирании. Они устроили такую жизнь своим народом, что народы бегут. Такого уровня миграции не было. Знаете, вот были такие волны, так называемые великие переселения народов. Народы переселялись под воздействием войн, страшных войн, там, покорений и так далее. Последняя волна вот такая миграционная, Вторая мировая война, которая уничтожила 110 миллионов человек на планете. Люди шли от войны, а сейчас они от чего бегут? Они бегут от тирании, они бегут от нищеты, они бегут от бесправия, они бегут от постоянных гражданских конфликтов в этих странах и так далее. И уровень миграции сейчас выше, чем был при мировых войнах. Кто до этого довел? Тирании, которым там бирюльки все играем. Ну что в Африке творится, посмотрите. Там людоед на людоеде, так сказать, тиран на тиране, упырь кровавый на упыре. И им все с рук сходит. Смотрите, что там в Азии происходит. Вспомните, как американцы уходили с Афгана, что там началось. А Талибан, он принимается
Путиным на высшем уровне. А может, и сами развели вот эти вот террористические движения, позволили тираниям создавать какие-то там вооруженные прокси, творить террор. И ничего не делаем. Что, непонятно, что Иран виноват во всех этих террористических действиях? Что, мы что, не знаем, кто поддержит исламское государство? Где оно там находится? И куда оно переместилось? Ну, сейчас в Африке, между прочим. Центр исламского государства в Африке. Кто-то чего-то там поднимает вопрос по Африке. Ребята, вам не пора ли, так сказать, немножко взяться, так сказать, за голову? Или мы вам эту голову лучше отсечем? Вы либо так, либо так. А нам ваши эти фокусы совершенно не нужны. Пошлем спецназ, и будет переворот. И придут нормальные силы. Я понимаю, что это упрощает ситуацию до примитивизма, но, в общем-то, должны быть какие-то совершенно четкие нарративы, посланы всем тиранам, всем тем, кто, так сказать, там угнетает свои народы. Потому что волна миграции идет именно от них. Хотели опять поговорить, да, про Африку. Я сказала, что надо же про Африку не забыть. Туареги. Вот мы уже Да-да-да, туареги. Не удивили вас, да, бывшая французская, как под протекторатом Франции территория, которая теперь, я так понимаю, при поддержке ЧВК Вагнера отошла от французских истоков. Но в итоге воинственное племя туарегов разбила колонну вагнеровцев, и, как они говорят, и как говорит наше управление разведки, они были не одиноки, ну, каким-то образом наш ГУР помогал этой операции. Как вы к этому относитесь? Ну, как я к этому отношусь? Там идет вооруженная борьба в каждой стране. Вот почему оттуда народ и бежит. Потому что там идет вооруженная борьба. С одной стороны, упыри, захватившие власть, с другой стороны, те силы, которые с этим не согласны. Я встречался с африканской оппозицией. Мы плохо знаем и понимаем, мы россияне, по крайней мере, плохо знаем и понимаем этот вопрос. А на самом деле они ведут борьбу, и довольно жесткую борьбу. И они понимают, что, кстати говоря, корень зла не только в самой Африке, но и в Путине. Они это очень хорошо понимают. Поэтому они предложили такую встречу. И они говорят, что мы-то вас знаем, а вы нас не знаете. А у нас такие же проблемы, у нас общий враг. Поскольку, посмотрите, сколько стран уже пало жертвой вот этих вагнеровских режимов. Такой диалог, видимо, надо продолжать, думать, встречаться, общаться. Но демократическая оппозиция Африки, она присутствует во Франции. Она получает различные формы поддержки не только от Франции. Может быть, даже и не столько от Франции. Хотя, я думаю, что получает и от Франции. Но у них есть свои источники поддержки, финансирования. И в том числе, они ведут как политическую, так и вооруженную борьбу. Такая возможность у них есть, поскольку там не такие границы, не такие замкнутые системы в Африке. Да, они ведут вооруженную борьбу, иногда даже очень успешно. В любом случае, эта борьба не прекращается. Она не прекратится, пока там эти тираны не будут свергнуты. Просто другой вопрос, что никто не обращает внимания на эту борьбу особо. Она не в фокусе мирового внимания. Мы там, меня как-то позвали на мероприятие, связанное с судьбой в Европе Косово, вот тут все. Я пришел просто послушать, посмотреть, ничего там. И там выступал и премьер-министр Косово, ну и так далее. В общем, смотрели там все эти вещи, как что там это все выглядит. А потом, значит, собрались французы, там собрались кто-то еще приехал, там в онлайне выступали различные эксперты. Вот, а потом вдруг прорывается девушка на сцену, подняла руку, она там темнокожая, ей дали слово, она прорывается на сцену и говорит: вот смотрите, вот вы сейчас обсуждаете вопрос там сложности вокруг Косово, там и так далее, и тому подобное. Там, да, там конфликты, да, там все это понятно, Европа. Но вот вы обсуждаете. А сейчас идет страшная война, там, грубо говоря, там, в Анголе где-то, или там в Конго, или в Нигере. И ни об этом никто ничего не знает. Вот мы не можем докричаться до мирового общественного мнения, потому что идет страшная война, там гибнут дети, гибнут женщины, творятся чудовищные зверства. И это происходит на территории гигантского континента площадью 30 миллионов квадратных километров. А мы этого не замечаем. Ну, вот так устроено мировое общественное мнение, что события, которые происходят и в Европе, и в Америке Северной, они становятся там главной, так сказать, повесткой, или там на Ближнем Востоке. А вот все те ужасы войны, ужасы, так сказать, там гражданских конфликтов мощнейших, которые происходят где-то еще, ну, как бы, да. Вот мы же там знаем, что в Никарагуа, да, знаем. То есть знаем, что в Венесуэле знаем, а то, что в Никарагуа, мы не знаем. Там миллион людей выходил на улицы.
и там зверские, так сказать, там порядки творятся, там репрессии и так далее. Ну, мы где-то, может быть, да, что-то там, ну, это же Никарагуа где-то далеко. Ну, в общем, понимаете, вот такое отношение мирового общественного мнения, оно тоже, конечно, с перекосом большим. И мы не понимаем до конца с вами, читая новости, что же на самом деле происходит на свете, какие проблемы существуют. А эти проблемы там, Африка, это как гигантский континент с огромным количеством стран. Там страны 20 миллионов ни о чем. Там страны, посмотрите, Нигерия там 250 миллионов, Египет там 130 миллионов, Эфиопия там 115 миллионов и так далее. Там страны, превышающие 100 миллионов населения, растет быстро. Там страна в 20 миллионов, ну, это маленькая страна. А в Европе 20 миллионов, это Румыния целая, огромная большая страна. Там она занимает 6-е или 8-е место по численности. То есть там Голландия, 20, около 20 миллионов. Вот. Ну, Голландия, ладно, территория маленькая, а в Румынии большая страна. Польша 36 миллионов. Что тут 36 миллионов для Африки? Да ничего. Вот поэтому, когда мы понимаем, мы не понимаем, что вот на полуторамиллиардном континенте, если не больше, происходят чудовищные вещи. И мы их не замечаем. Мы, допустим, не понимаем, что происходит в почти 200-миллионном Пакистане. Мы не понимаем, что Бангладеш это государство в 160 миллионов граждан. Мы его на карте не замечаем. А там тоже серьезнейшие проблемы. И тоже там черти чего. 70 тысяч беженцев из Бангладеша каждый год приезжает во Францию. Тоже, наверное, нет хорошей жизни. Посмотрите, где Бангладеш, а где Франция на карте мира. И так далее. Когда мы начинаем вот рассуждать так геополитически, то получается, что мы огромные проблемы, огромные зияющие вот эти вот территории, как мы их не оцениваем как часть своего мира. Вот в этом проблема. Мы с вами знаем о том, что там происходит между там, Колумбией, там, Боливией, там еще что-то, какие-то события, мы знаем, что там происходит. Ну так, что-то слышали. Поэтому вот, да, действительно, общественное мнение так устроено, что события, те, которые в Европе, в Америке, это события, а все остальное фон. И это, конечно, неправильно, потому что мировое устройство не может быть однобоким. Но это так, ладно, это я уже пошел в философские рассуждения, потому что я раньше этого тоже недооценивал, не понимал, не видел так и не чувствовал, наверное. Наверное, просто не чувствовал. Так, как я это чувствую сегодня. Да, по туарегам, наверное, мы еще пригласим представителя Главного управления разведки, чтобы он объяснил, в чем, собственно, заключалось их сотрудничество. Министру внутренних дел Франции Жеральду Дарманену прислали письмо с вирусом чумы. Что это опять россияне балуются или кто это может баловаться? Да кто угодно. Россияне могут баловаться, а могут баловаться россияне не напрямую. Что у России нет позиции в французской Африке. Прекрасная позиция, вагнерский режим. Что там они не могут, допустим. Могут быть и свои собственные доморощенные террористы, отморозки. Сейчас я понимаю, что вопрос репутации, когда там произошла диверсия на железной дороге, все подумали на Путина, но это не подтвердилось. Но это вопрос репутации. Что репутация такая, что чтобы в мире плохого не происходило, все сразу думают на путинский режим. Может, оно так и есть. То есть это вопрос уже репутации. Даже сейчас, если события происходят вне, скажем, там, действий путинского режима, все равно создается впечатление, что гадит на планете Владимир Путин усиленно и активно. Ну, посмотрим, кто это. Я думаю, что расследование покажет это. Я не думаю, что там какой-то будет сверххитрый след. Все это на почте сейчас контролируется, отслеживается. Там, значит, наверняка будет сделан вывод, кто причастен к этому покушению, давайте так скажем. Политическому покушению, да? Политическому убийству, попытке политического убийства. Скажите, а вот Венгрия разрешила россиянам и белорусам въезжать на территорию ЕС без проверок с визой на 2 года. А руководство ЕС не будет находить такие методы достаточно опасными для притока неконтролируемых персонажей, так сказать? Но Европа обеспокоена. Вы же знаете, что Шарль Мишель уже написал письмо всем лидерам Европы и европейских институтов с требованием немедленно обсудить этот вопрос, принять какие-то меры. То есть Орбан совершенно отвязанный. Он совершенно, так сказать, там не соблюдает никаких правил и вообще плюет. Вы украинцам можете этого не рассказывать, мы тут в курсе, он тут к нам прилетал, рассказывая, что вы должны срочно сдать ваши территории и заключить мир. Вы не думайте, что я отношусь к Орбану лучше украинцев, наверное, еще хуже. Потому что я просто не могу говорить те слова в эфире, которым я обычно сопровождаю это имя. Вот, они запрещены российским законом, да и не только законом.
и нормами YouTube морали нас нравственности. забанит, если вы будете произносить, я так понимаю. Конечно, конечно. YouTube нас точно забанит, если я скажу все, что я думаю об этом человеке. То прям сразу, моментально. Вот, поэтому, да, конечно, Орбан негодяй, мерзавец, безусловно. Агент Путина, открытый. И в Европе с этим надо что-то делать. Самое главное, что с этим надо что-то делать венгерскому народу. И я думаю, что должно быть обращение Европейского Союза к венгерскому народу с предложением обуздать своего зажравшегося, совершенно вышедшего из нормальных берегов руководителя. Потому что, вспомните, когда Орбан немножко шоковый стал, когда в Будапеште состоялся огромный митинг против него. И он как-то стал это по-европейски себя вести какое-то время. А сейчас опять расслабился. Поэтому, мне кажется, нужно обращение Европы еще к венгерскому народу. Господа, товарищи, граждане, вы за Европу, вы за демократию, или вы все-таки считаете, что Путин это ваше будущее? Возврат к совковому прошлому. Вы просто определитесь, ребята. Вы, конечно, в центре Европы находитесь, вы для нас важны. Мы ценим ваши достижения. Мы понимаем, так сказать, ваше стремление к демократии. Но пора определяться. Мы так дальше не можем работать с Венгрией, потому что ваш руководитель нарушает все то, что можно нарушить. Демонстративно и умышленно. Если вы считаете его поведение правильным, это ваше право, но, наверное, мы будем принимать серьезные ограничительные действия в отношении Венгрии. Либо вы там сами внутри решите, как вы там сочтете вот эту ситуацию и все прочее, насколько это все отвечает вашим чаяниям о будущем. Мне кажется, что пора такого обращения, она уже пришла. И надо это делать, потому что, ну, как обуздать вот этого хама. Да, особенно после того, как это, что происходило в 1956 году, вообще непонятно, как можно и зачем нужно. Да что ж там непонятно, Татьяна, что ж там Ну, за непонятно? деньги, я помню, мы с вами Мать говорили, родную да, за продают, деньги, да, а вы за что-то выплаты непонятно. от Газпрома, мы помним. Выплаты от Газпрома, выплаты еще чего-то, мы же не знаем всего. Они же очень сильно возмущаются, что мы перекрыли им трубопровод, по которому шла продукция Лукойла. Они тут начали возмущаться, как же так, зачем же вы это сделали, и так далее. Ну, давайте еще больше нам тут мирные планы свои повозите между Москвой и Пекином, и потом не удивляйтесь. Хорошо, давайте перейдем к другой стране. Было покушение на главу Rheinmetall, попытка покушения на главу Rheinmetall. Уже стало понятно, что это российский след. 29-го в Германии произошел взрыв на химическом заводе BASF. До этого был взрыв на заводе Iris-T, который выпускает... Как-то слишком много странных взрывов. Как когда-то в Болгарии, помните? Когда все удивлялись. Да, очень похоже. Или в Чехии в Ребице, или в Болгарии, когда с Гебрева отравили. Вот как-то все очень странно, да? Все очень странно. И очень тенденциозно, я бы сказал. Потому что взрывается то, что надо взрываться. Тому, что надо взрываться. Вот. И мне кажется, я вот почему и ждал расследования немцев, чтобы они дали вердикт, а что это произошло, это действительно технологические ошибки, случайности, хотя на немцев это не похоже. Это, по-моему, первая нация, которая, в общем-то, Ordnung muss sein, да, порядок должен быть, это их лозунг жизни, и, в общем-то, по большому счету, организация государства. Вот поэтому надо понимать, что же там все-таки произошло, поискать следы, если они есть, и дать всему миру эту картинку. Потому что и взрыв трубопровода у нас там происходит, да, и много чего происходит в Европе, которые пока остаются без ответа вещи. Вот поэтому мне кажется, что может быть, потенциально может быть там след российских спецслужб, потенциально, подчеркиваю, я не настаиваю, не утверждаю, но очень похожая картинка по взрывам заводов в Болгарии, по взрывам заводов в Чехии. Вот. Мне кажется, что там надо поискать глубоко причины и корни этого преступления или этой техногенной аварии. Если действительно техногенная авария, но бывает. Но вообще для Германии это не типично. Если бы рванулось где-то в Болгарии, ну, я бы еще мог сказать, ну да, здесь там раздолбайство, например, на российском уровне, типа авось, никто не отменял вот этот вот, надежду на авось. А немцев, на BASF, на крупнейшем химическом концерне, да еще то производство, которое используется для производства там всяких вооружений, взрывчатых и прочих веществ, компонентов, ну как-то очень странно. Вот, поэтому я, да, плюс все вот эта попытка, к счастью, неудачное покушение на лидера крупнейшего концерна, занимающегося оборонкой. В общем-то, как бы, так сказать, там, плюс
тому, что мы знаем про Красикова уже. То есть это, в общем-то, говорит о том, что надо поискать хорошо причины произошедшего. Я все-таки не хочу сейчас забегать вперед. Я все-таки жду, что скажет немецкое расследование, которое, на мой взгляд, должно быть абсолютно честным, беспристрастным и точным. Чтобы можно было сделать, так сказать, обоснованные выводы. Пока мы только, как говорится, вопрос репутации опять думаем про путинский режим. Я сказал, что репутация у Путина такая, что в мире плохого не произойдет. Первая мысль о том, что не стоит ли за этим Владимир Путин, его Ну нет, в некоторых регионах это все-таки Иран, а не только всегда Владимир Путин. Ну, вы знаете, я бы так вот тоже не утверждал. А что, вы думаете, у Владимира Путина мало агентуры среди радикальных исламских государств? Думаю, достаточно. Вы думаете, они не могут договориться с Ираном по каким-то вещам? Могут. Поэтому не списывал бы я, с одной стороны, Владимира Путина с его военными преступниками, а с другой стороны, ну, я бы дождался результатов расследования. В Австралии по обвинению в шпионаже задержали супружескую пару, они родились в России и в Австралии живут больше 10 лет. Как вы думаете, они были изначально шпионами или мигранты вербуют уже после переезда в другую страну? Или это вот эти, ну как, нелегальные как это называется, агенты? Да. Значит, есть ряд государств, их немного, которые работают в области так называемой разведки, нелегальной разведки. Что такое нелегальная и легальная разведка? Я просто объясню зрителям. Занимается разведкой все государства, ну практически все. Но они, как правило, используют для этого так называемые легальные позиции. То есть разведчик, он там какой-нибудь атташе или работник торгпредства, у него есть дипломатический иммунитет и так далее и тому подобное. Он там ведет вербовочную деятельность в стране или там участвует в операциях по связи, собирает информацию и так далее и тому подобное. Это считается разведкой с легальных позиций. Ну, типа, конечно, никто не говорит, что я разведчик, я приехал вас тут вербовать, собирать информацию и так далее. Но, в общем-то, подозревать можно. Разведка нелегальных позиций – это совершенно другое. Это очень дорогое, очень долгое, сложное дело, поэтому лишь несколько стран имеют подобные формы работы, довольно богатых стран, имеющих традиции спецслужб. Это многолетняя, десятилетняя маскировка разведчиков под людей. Зачастую даже им делают биографии, которые, в общем-то, ну, например, там, находят людей рано умерших, придумывают им биографии, так сказать, и так далее и тому подобное. Где-то, про которых забыли. Там могут быть разные способы. Пробуют разные методы. Вот я разговаривал с одними нелегалами. Они были в Соединенных Штатах Америки. Они там отрабатывали методику новую. Та же вот Чапман. Это был эксперимент в нелегальной разведке. А что будет, если мы не будем скрывать принадлежность? Что будет? А вот будем действовать с ней как с нелегальной, как она резидентура нелегальная, и посмотрим, как это отреагирует контрразведка. Будет она заниматься, не будет, что это будет. Но это был эксперимент. Вот поэтому нелегальная разведка, это когда людей десятилетия уводят там, через третьи страны, куда надо, для того, чтобы они там выполняли разведные функции. Поэтому Россия имеет такое подразделение. Оно работает с 20-х годов прошлого столетия, было создано. Таких форм разведки, ну, я знаю, из того, что я знаю, не так много стран. Соединенные Штаты Америки, Китай, возможно, использовать эти формы там, Британии и Франции по территории бывших своих там, колоний, метрополий, как, вот в рамках, так сказать, метрополии. Вот поэтому не так много стран, которые эту форму используют. Она очень дорогая. Очень дорогая, очень сложная. Ну, в России это есть. Управление бывшее С, ПГУ, первого главного управления, сейчас, наверное, как-то по-другому называется, я не знаю, честно говоря, не интересовался. Но суть от этого не меняется. Нелегальная разведка в России есть, она работает, она изыскивает новые формы. И ввод тех или иных граждан через различные каналы, в том числе третьи страны, это типичная форма работы нелегальной разведки. Мигранты, конечно, вербовать мигрантов легче. Если вы меня спрашиваете про что делать легче, вербовать мигрантов легче. Не нужно там тратить десятилетия на зашифровку и ввод. Но качество агентуры, конечно, ниже. Потому что там это профессиональные люди. А здесь это все-таки люди, ну как получится. Да, сумеет их обучить, сумеет им там внушить что-то. Вот мы же с вами видели, как себя вел человек в Болгарии. Да, он напился и начал рассказывать, что он там особый агент, который направлен в Париж, чтобы там устроить что-то такое на Олимпиаде. Вот качество подготовки. Да. Поэтому вербовать легче уже готовых людей. И основная агентура разведок это люди,
либо сами пришедшие с предложением сотрудничества, либо люди уже, например, завербованы в процессе работы вот этих резидентур наших, у нас легальных позиций, но нелегальная разведка присутствует. И зачастую она решает очень важные задачи, которые не могут или по каким-то причинам не способны решить разведка с легальных позиций. Ну, извините за сумбур, ну, конечно, долго рассказывать, объяснять, как это работает. У нас не так много времени. В Украине что же они вербуют? У нас вот последнее разоблачение контрразведки СБУ. Это группа курьеров доставки, которые не взрывали, а поджигали машины военных. Вот. И вот даже последняя новость, это курьер доставки, шпионивший за больницами для ФСБ. Но их в основном по деньгам, конечно, вербуют через деньги. Ну, конечно, помогают им в этом какие-то люди связанные. ФСБ вербует агентуру в Украине. Да. Ну вот разоблачают, ну вот видите, была прям целая сеть, по-моему, было что человек или 6 или 8 курьеров доставки, которые вот поджигали машины военных по городам, рассказывая, что это делают типа украинские граждане, которые против мобилизации, и они типа поджигают таким образом машины военных, но на самом деле это делала ФСБ через своих агентов. Ну, я вам могу сказать, как выпускник Академии внешней разведки, теперь она так называется, раньше это был сверхсекретный институт имени Андропова, вот, как нам, да вообще говорили в контрразведке, в разведке, вербовочный процесс имеет начало, но не имеет конца. Никогда не бывает много агентуры. Нельзя никогда успокаиваться и останавливать этот процесс. Мы должны это иметь в виду, что вербовочная работа будет вестись всегда. Вне зависимости от разоблачений, количества там провалов и так далее. Потому что другого варианта нет. Агентура пока еще нужна. Я не знаю, может, когда-нибудь нас заметит искусственный интеллект, какие-то там прочее. Но пока никто не отменял и никто не отменит нигде вербовочный процесс. Он есть, был и будет. С этим мы должны жить. Вот этот новый закон о запрете использования мобильных телефонов, интернета и вообще гаджетов, он легализует ямы, кроме всего прочего. Ну, ямы, куда сбрасывают тех, кто, типа, ослушивается, не хочет идти. Ну, вот эти известные зинданы, которые используются там на оккупированных украинских территориях. И также российские артиллеристы вообще в шоке от того, что им собираются это запретить, потому что они пытаются, прям обращение записали, я сейчас его поставлю, покажу, ну, вам расскажу просто, что они прям обращение записали к депутатам о том, что, а как вы вообще собираетесь наводить? Вы вообще понимаете, как это делается? Каким образом вы собираетесь, по каким картам мы должны стрелять? Вот. Я вчера даже показывала, кстати... Подождите, я пропустил эту новость, я не понял. Как вот этот новый закон о запрете мобильных телефонов в зоне СВО, так называемой. Мобильных телефонов, интернета, любых гаджетов и так далее. Плюс еще в этом же законе прописана легализация этих зинданов, что командир может на месте применять вот эти в ямах, ну, как к своим подчиненным применять наказание. Вот что значит на день выпуска. Ну, это, кстати, уже, по-моему, вчерашняя новость, потому что я вчера уже видела... Я говорю, я вчера целый день за рулем провел. Я вчера просто вот это видео артиллериста увидела, где он рассказывает, что вы вообще понимаете, там депутат Хинштейн, по-моему, да, вообще понимаете, как артиллерия стреляет? Вы понимаете, что без гаджетов это невозможно сделать? Вы вообще типа дебилы? Вы как по-вашему, мы должны тут воевать? С мушкетов? День добрый. Я артиллерист. Работаю здесь, в зоне СВО, каждый день. Мы работаем, считаем данные, пытаемся, или не пытаемся, или попадаем по противнику, будем так ласково называть. В своей работе мы используем обыкновенные телефоны, гаджеты. Обязательно используем интернет, потому что у нас нету метеостанций, метеопостов, у нас нету то, что нам даст. То, что нам необходимо для точного выстрела. Но в программа «Зевс» нам дает метео, причем метео очень точное, которое входит обратно в программу «Артгруппа», которая также на телефоне. И не единожды, и даже вот этим орудием, возле которого мы стоим, попадание в цель с первого выстрела, благодаря работе гаджетов. Заберите у нас гаджеты. Мы возьмем железные ящики под названием ПУО-9М, прибор управления огнем. Но, господин Картополов, приедьте, пожалуйста, сюда, сядьте возле меня, возьмите карандашик, я вас научу работать на ПО. Поработайте, сделайте результат. Время определения данных. Посчитайте метео карандашиком, я даже калькулятор свой дам, без блока памяти, как положено. Такой, самый обыкновенненький.
Если вы сможете это сделать хотя бы за минут 20, я буду безумно удивлен. С помощью гаджетов данные вычисляются очень точно и очень качественно, примерно за минуту. Без них сегодня в современной войне никак. Против них, против тех, у кого западные технологии, у которых Starlink интернет летает, у них все есть. Вы у нас пытаетесь отобрать даже то, что не вами дано. То, без чего мы сегодня работать не можем. Вопрос. Кто на чьей стороне сегодня воюет? Кто кому сегодня помогает? Волонтеры нам помогают, эти помогают, те помогают. Мы выкручиваемся сами. Наши программисты в России создали шикарные программы, отличнейшие программы. Та же арт-группа. Зевс, который работает по метео. Все отлично. Работаем, попадаем. Давайте мы это отберем, давайте мы это уберем. Нахрена нам попадать, правда? Нам нужно воевать ради войны, а не ради победы. Так выходит? Кто на чьей стороне? Расскажите нам, пожалуйста. Вот я артиллерист. Я работаю здесь, на земле, возле орудий. Моя задача — подавить, уничтожить. В кратчайшее время. Маневренная война. Враг не стоит на месте. Враг перемещается, движется. У меня время. Щелк, щелк, щелк. Секундомер хлопает. Секундочки летят. Мне нужно рассчитать, высчитать данные по времени быстрее, чем долетает снаряд. Полетное время примерно 40-50 секунд, минута. Это тоже нужно учитывать, когда ты работаешь здесь, на земле. Ну, как-то так. Очень хороший, наверное, закон. Я не знаю. Я понимаю. Есть защита гостайны. Мы здесь все на месте. Вы поверьте. Здесь мы сами не хотим, чтобы сюда прилетало. Мы здесь уничтожаем все возможные варианты геолокации, геопривязки и прочего, 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 прочего. Здесь нету интернета. Нету такого, чтобы нас здесь могли обнаружить. Мы сами хотим жить, мы не самоубийцы. За этим следят все. Командиры орудий, друг за другом все смотрят. Перепроверяются по 150 раз. Перед тем, как даже я, вот как руководитель, приезжаю на позицию, перед выездом сюда я 5 раз перепроверю свой телефон. Все ли у меня отключено, все ли у меня правильно. Могу ли я ехать, поставлен ли авиарежим. Ваши инициативы, они, конечно, понятны, с одной стороны, а с другой стороны не очень. Все запретить, все изъять, все забрать. Нет, арестовать, посадить. Очень здорово. Вопрос, на чьей мы стороне? У меня вроде как все. И летчики, и артиллеристы, и минометчики, и танкисты, они используют, конечно, все эти системы там GPS, типа GPS и так далее для локации, для определения местонахождения, для расчетов там, траектории, баллистики и прочее. Ну, конечно, конечно. Не, а зачем им вообще в целом этот законопроект? Для того, чтобы полностью перекрыть информацию из зоны СВО? Чтобы перекрыть информацию из зоны СВО, чтобы... Там же тоже, ведь по геолокации может что-то пролететь. Видимо, они там и это... Они же отбирают телефоны у военнослужащих, находящихся на фронте. Запрещают им пользоваться, потому что там тоже можно засечь. Я вот, допустим, 10 Так, телефонов... слушайте, и рации, вот эти азарты, которые Россия использует, их же тоже можно засечь в больших количествах. Они там какую-то дают изменению в волне. Я слышала недавно какого-то военного, который об этом говорил, российского причем. Он говорит, что и азарты можно засечь, все можно засечь. Война Да, вообще опасное дело. Вообще не надо вторгаться в другую страну, если ты хочешь людей сохранить в безопасности. Это правда, но понятно, что есть меч, щит и меч, да, что там это и щит, и меч. Использование локации, использование приборов, это и щит, и меч. Вот. Ну, без этих приборов уже сейчас никакая война невозможна. Они все равно там привязываются к спутниковому сигналу, они дают там локацию, они определяют там с точностью до 1 метра нахождения. Это повышает точность там, всяких расчетов и обеспечивает точность попаданий. Но никуда не денешься. Никуда не денешься. Поэтому идет состязание методов радиоэлектронной борьбы, дроны, разведывательные дроны, ударные и так далее. Ну, война современная, она совершенно иная, как показывает практика. И мы же с вами прекрасно видим, что при плотной ПВО основную роль в войне выполняют ударные системы, которые в первую очередь артиллерия, минометы. Они снова вернули себе важную роль в войне. Ну и, конечно, ракетно-бомбовые удары. Вот это вот то, что главное наносит ущерб, урон и используется сейчас в современных войнах. То есть не та война, которая была там 20 лет назад, когда кто имел господство в воздухе, тот и выиграл все сражения. А все то, что было на земле, оказывалось
бесполезным, бессмысленным. Но оказывается, при системах, серьезных системах ПВО, которые сейчас есть, самолеты уже не могут баражировать над полем боя, там уничтожая всю технику и все прочее. Оказалось, что и самолеты уязвимы. Они очень дорогие, они могут быть уязвимыми. И поэтому они, как правило, наносят удары дистанционно, там, где нет систем ПВО. Ну, вот то, что мы сейчас видим, как говорится, генералы всегда же готовятся к прошедшей войне. Это война новая, она вот сейчас требует осмысления вот этих всех электронных приспособлений, гаджетов, как их использовать в войне, как их защитить, как их использовать для нанесения ущерба противника и избежать ущерба себе. Там много всяких. Я не военный специалист и не пытаюсь им стать. Вот, но я прекрасно понимаю, что характер войны изменился даже по сравнению с той войной, допустим, которая была в Ираке. Вот совершенно другая война. Совершенно другая война. Изверги. Скоро весь свет снабженцев Министерства обороны Российской Федерации пересажают. Теперь уже руководителя военторга и бенефициара подконтрольных организаций задержаны, им предъявлены обвинения по части 4 159 статьи Уголовного кодекса «Мошенничество». Имя не раскрывается, но известно, что это Владимир Павлов, ну, официально является директором канала. И говорится о том, что они, значит, набор средств личной гигиены на 625 миллионов рублей должны были, видимо, купить, а затем злоумышленники продали эту продукцию Минобороны, своровав 400 миллионов рублей. Поделив, я так понимаю, с сотрудниками также Минобороны соответствующие доходы. И это же не первое, там замов садят. Что происходит? Зачищают от Шойгу или Да. на потеху толпе показывают: смотрите, мы наконец-то Не-не-не. разбираемся с коррупционерами? Да нет, ну там же давно никто не верит, никакие разборки с коррупцией. Это борьба кланов. Идет зачистка клана Шойгу. Шойгу потерял влияние, потерял возможность защищать. Что такое вообще российская власть? Российская власть держится на главном коньке, это должность обеспечивает доход коррупционный. Это ключевая концепция, ключевая доктрина российской власти. Воруют все. Более того, люди не ворующие этой системой воспринимаются враждебно. Как так? Мы все воруем, мы все завязаны, мы все в пуху рыло, а ты у нас чистенький? Нахрен ты нам нужен такой? Вот поэтому система еще избавляется от тех людей, которые либо не воруют, либо почти не воруют. То есть совершенно точно они воспринимаются там как чужеродный и враждебный элемент. Поэтому воруют все. Путин такой любит. Потому что любой человек, раз он ворует, его можно, значит, прижать к ногтю в любой момент. Нужна только команда ФАС. И поэтому это вторая или третья сигнальная система управления страной. Ну, третья. Первая система – это сила, власть политическая. Вторая система – это финансовая власть. И третья система – это компромат на всех должностных лиц. Поэтому Путин просто попытался сначала, вот почему там Белоусов поставил, он не потому, что там против воровства и коррупции, он просто решил упорядочить. Вот я как-то разговаривал давно-давно, еще в былые времена, с одним человеком близким Владимиру Путину. Он говорит: ты понимаешь, говорит, вот не по должности он воровал. Я 3 раза к Владимиру Владимировичу ходил, прежде чем он там принял решение его снятия. Я говорю: тоже основной по должности. Ну, такой вот сучонок был, мы его поставили на поток в 4 миллиарда годовой поток. Ну, ладно бы там он себе откатывал от этих прибылей там 10%, ну, так сказать, ну, это нормально. А он там вообще, так сказать, оборзел уже, начал хапать там ртом и чем угодно, и перестал делиться. Вот, то есть там критерии такие вот есть, и Путин пытался упорядочить коррупцию, назначив министром обороны Белоуса. Не ликвидировать, а просто упорядочить. А вот эта борьба с коррупцией, так называемая, она идет не как борьба с коррупцией, это идет борьба между кланами, которая разрешена. Опять-таки, там нужно еще получить разрешение на эту борьбу. Потому что, например, Шойгу, да, он слишком стал там одиозным, слишком там туда-сюда. И он довел, в общем-то, до бунта Пригожина. Путин вряд ли им это тоже простил. Но снимать Шойгу там и личное его, так сказать, там тоже опасно, потому что возникнет конфликт, черт и знает. Самолет может не только в Пригожинской воздухе взорваться, но и любой другой. И поэтому Шойгу лично пока не трогают. И я думаю, что не будут трогать. А вот по клану дали команду ФАС. И, естественно, идет отжим этих должностей. Он не для того, чтобы идет отжим этих должностей, чтобы прекратить воровство, а для того, чтобы поставить просто других людей, другой клан занимает место павшего. Вот и все. Я так воспринимаю эту борьбу, потому что говорить о чистоте помыслов в России
ведущих кровавую войну против нацистского, фашистского характера, какой моральной нравственности против Украины, конечно, тут говорить не приходится. Поэтому эта борьба, на мой взгляд, это исключительно борьба кланов, зачистка клана Шойгу. Вместо одних замаранных посадят других замаранных, и финансовые потоки просто будут течь в другие карманы. Ну, на мой взгляд, это вот так. И ничего там другого нет. Последняя, конечно, новость, которая вот пришла сегодня. Маргарита Симоньян глубокомысленно написала у себя в телеграм-канале YouTube капут ибо неча. Но она всегда отличалась, как это, умением работать с текстом, в кавычках, я бы сказала, да. Я хочу, кстати, напомнить нашим зрителям, что мы специально для тех россиян, у которых когда-то перестанет работать YouTube или будут проблемы с YouTube, мы выкладываем в Телеграме полные видео через несколько часов после трансляции, поэтому подписывайтесь и можете смотреть там эти же видео. Но вообще они собираются полностью закрыть? Да. Да, причем, чтобы вы понимали, чтобы зрители наши понимали, что такое YouTube. Это огромный информационный канал, в котором есть все. И образовательные программы, и программы различных компаний, реклама, информирование, фильмы про науку, там, про животных, про... Ну, развлекательные, больше развлекательного и познавательного контента, чем вот такого информационного. 95% развлекательного, там, или 90%, там, 8-9% там образовательного, ученого и так далее и тому подобное. Ну, так, грубо говоря, я так говорю, конечно, у меня нет статистики. И где-то 1%, может 0,5% политического контента. Вот из-за этого 0,5 контента политического, или там по 1% контента. Из-за таких, как мы с вами, да? И Марка Захарович и так далее. Из-за таких козлов, как мы с вами, Путин вынужден закрыть YouTube, чтобы нас никто не мог не услышать, не увидеть. Потому что это опасно. Люди начинают думать, там что-то сомневаться. А Путин требует того, чтобы люди были болванами, без тени сомнения и размышлений. Вот поэтому, да, вот они уничтожают из-за этого 1% 99% полезного содержания. То есть это вот просто идиоты в кубе, даже не в квадрате. Ну, что можно сказать? Я думаю, что... Смотрите, я просто, я же когда-то работала, так сказать, то, что сейчас называется Министерство культуры и информационной политики, я работала и отвечала, в принципе, за коммуникации, в том числе... Ну, правильно я пропорцию выделила? Да, нет, вы все, по цифрам вы абсолютно правы, но я просто вот думаю, вот если бы я бы сидела на аналогичной должности в России, и мне пришли какие-то там, не знаю, полковники или там майоры, кто там этим занимается, в каком подразделении, и сказали, там, Татьяна Валерьевна, мы решили, надо закрывать YouTube. И понимая вот это вот распределение, понимая количество людей, которые им пользуются, я понимаю, что увеличится сразу же пользование VPN. А VPN – это уже заход на запрещенные сайты. Это, ну, мне кажется, это хуже. Так сейчас они же VPN запретили. Да, но VPN невозможно полностью запретить. Будет еще 100 других сайтов, которые как VPN будут работать. Не, я же говорю о чем. Они сейчас вводят норму там чуть ли не уголовной ответственности в пользования VPN. Вы знаете об этом? Прям уголовная ответственность за пользование VPN? Да, не знала. Да, Сейчас да, посмотрю. Да. Если найдут где-то там, может быть, это указом прошло, может быть, еще каким-то постановлением правительства, но они там приравнивают это к каким-то уже там нарушениям, которые образуют состав административного и чуть ли не уголовного преступления. VPN в России сейчас будет запрещен, и это совершенно следующее действие. И люди будут, те, кто пользуется VPN, ну, так сказать, потенциальными преступниками. Так что они хотят полностью отрезать россиян от информации, всякой, ну, чтобы те превращались в тупых болванов, готовых пожертвовать своей жизнью ради воров, ради власти жуликов и воров. Вот и все. Им такая ситуация нужна. Поэтому, да, они сейчас вот уничтожают, они уничтожили Twitter, они уничтожили Facebook, они уничтожили, что еще? Что-то еще. Они-то сами соцсети не уничтожили, они просто закрыли их для граждан Российской Федерации. Да, они Telegram пока еще не смогли закрыть. Ну, не знаю, там, каким причинам. Ну, может быть, тоже сейчас начнут замедлять что-то делать. Раз сейчас все в Telegram идет. Ну, я имею в виду все эти видео, все эти разговоры наши пойдут через Telegram. Они, наверное, сейчас займутся этим Telegram. Но Telegram менее удобный, конечно. YouTube, он такой, все-таки, более удобный. И поисковики там хорошие. Ну,
Не знаю, я посмотрю, по Телеграму очень много, там всякой информации, где трудно найти ее. Мгм. А в Ютубе, да, подписался там на какие-то определенные фамилии. Ну, может быть, сейчас, да. В Телеграме, мне кажется, все-таки компоновка материала хуже, чем в Ютубе. На мой взгляд. Я, может быть, я не очень большой специалист в этом деле, но мое впечатление личное, что подача, форматирование материала в Ютубе удобнее, чем в Телеграме. Мгм. Ну, нет уголовной ответственности за пользование VPN, но есть закон, запрещающий работу VPN, но при этом есть VPN-сервисы, которые продолжают работать в Российской Федерации. Просто вы Это будете чуть-чуть медленнее, у вас будет... Строгость российских законов компенсируется иногда необязательность Да, их да. исполнения. Это мы знаем. Да, так что, мне кажется, знаете, я когда-то читала статью о Северной Корее, где журналист описывает, что он вечером видит, как под лампы, которые на площади есть, ходят люди и читают такие переписанные от руки, ну, сам издат, короче, читают. Под таким плохим синим цветом, но вот они все равно, они тянутся к информации и ходят под этими, значит, видимо, дома нет электричества, и они, значит, под лампами на улице читают сам издат. Не остановить все равно тягу человека к информации, мне кажется. Невозможно А остановить. вы знаете, что происходит сейчас? Люди не хотят знать определенную информацию. Психологически включается механизм вот такой, а мне нет, не надо. А я не Не, хочу. в 90% Я сравниваю будет в количество- тоталитарном обществе 90%, да, может 80%, они будут стараться вот не пользоваться VPN, не знать лишней информации. Но дело в том, что изменения делают вот эти там 10-20% людей, то, что называется референтная группа. А влияние на референтную группу означает влияние на всю аудиторию через некоторое время. Ну да, только вопрос какой. Вот тут проблема главная, через какое время эта референтная группа может повлиять на массы. Мы не знаем. Потому что там должны созреть условия, должны созреть объективные и, так сказать, настроения общественные. Тогда они могут повлиять. Ну, как это произошло в Советском Союзе. Да. Да, там была референтная группа, но массы были готовы к изменениям. Ну, И массы произошла довели, политика. кстати, бессмысленной войной, проблемами в экономике, массы довели до того, Да, что они да. были Это готовы... сколько потребовалось лет для того, чтобы создать вот эту яму военного коммунизма, там, тоталитарного коммунизма, который навязывает? 70 лет. 70 лет. Большой срок. Спасибо большое, Геннадий Владимирович. Напоминаю, что это был оппозиционный российский политик Геннадий Владимирович Гудков. Подписывайтесь на его соцсети, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, распространяйте ссылки на это видео в ваших соцсетях и группах. И увидимся завтра. Спасибо, до свидания. Удачи.